Не по тем сценариям снимали «Санта-Барбару» и бразильские сериалы, которые были так популярны в 90-х годах прошлого века в нашей стране. Надо было брать за основу личную жизнь маршала Тухачевского. Михаил Николаевич – противоречивая политическая фигура. До сих пор спорят, кто он – жертва режима или заговорщик, который хотел свергнуть Сталина. Есть даже версия, что Иосиф Виссарионович не взлюбил Михаила Николаевича из-за тяги последнего к оперной премии Вере Давыдовой. Леонард Гендлин писал, что Сталин имел роман с Давыдовой. И тут на горизонте появился Тухачевский, который оперной певице стал оказывать знаки внимания. Не стоило этого делать. Возможно, что все это выдумки, хотя и известно, что у Тухачевского в жизни было много женщин, в том числе и известных. Перейдем к женам. Михаил встретил свою первую жену рано, будучи еще гимназистом. Мария Игнатьева была дочерью машиниста, всюду следовала за супругом, побывала на всех фронтах, где воевал Тухачевский. В 1920 году жена Михаила Николаевича по собственной воле ушла из жизни. По одной из версий причиной было следующее. Игнатьева помогала продовольственными карточками своим родным. Тухачевский посчитал, что такое поведение неприемлемо для его супруги, высказал все. А дальше получилось, как получилось. Другая версия гласит, что Игнатьева проведала о связи мужа с Ниной Гриневич, супругой сослуживца Тухачевского Аронштама. Представляется, что эта версия более весомая. В ряде источников указано, что именно Гриневич стала второй супругой Тухачевского. Но Минаков в книге «Сталин и заговор генералов» упоминает следующее. В церкви Тухачевский венчался с некой Лейкой, которая была дочерью лесничего. У пары даже родилась дочь, которая не стала еще во младенчестве. Брак не просуществовал долго. Далее Михаил Николаевич женился таки на Нине Гриневич. Это произошло в 1921 году. Спустя 5 лет Тухачевский завел отношения с женой товарища по оружию комиссара Балтфлота Кузьмина Юлией. Наметилась тенденция. Второй раз Михаил Николаевич отбил женщину у сослуживца. Юлия Ивановна повсюду следовала за Тухачевским. О том, что у Михаила Николаевича 2 семьи, знали все. Причем эти семьи существовали как-то в параллельных реальностях и друг другу не мешали. Счастье Тухачевского было недолгим. Прошло около 10 лет, его арестовали и расстреляли. Нину Гриневич отправили на тот свет в 1942 году. Сначала, после ареста мужа, она была сослана в Астрахань. Потом было несколько судов. В результате Гриневич приговорили к высшей мере. Юлия Кузьмина пострадала раньше своего гражданского супруга. Ее обвинили в шпионаже, что стало одним из оснований для смещения с должности маршала. Кузьмина провела несколько лет в лагерях. Что стало с нею дальше, история умалчивает. Зато известна судьба комиссара Балтфлота Кузьмина. Его репрессировали и расстреляли. Таким образом, можно говорить, что у Тухачевского и его жен была одна судьба. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.